И туда идут, но не доходят. На передовую пора. Чего здесь ходите? Я вот, например, не хочу. Что там делать? Таким же становиться. Примеров море. Путин. Я промолчу. То, что они делают вместе с мэром Москвы Собяниным. Их расстреливать. Пора на передовую всем. Как вы считаете, идут ли во власть честные, достойные и порядочные люди? Извините, я не буду участвовать, извините. Нет. Почему? Потому что не идут, потому что это правда. Мы все об этом знаем. А вы почему не идете? Что там делать? Таким же становиться. Попытаться что-то изменить, попробовать. Ничего не изменишь. А как же нам жить? А так как живем, радоваться всему. Пытаться как-то заставлять себя радоваться. Конечно. А, например? У меня девушка дождик сейчас не могу. Ну, возможно, они туда идут, но не доходят. Я думаю, так. А вы почему не идете? Не знаю, как-то не думала об этом, идти во власть. А как-то менять что-то, менять к лучшему, выбирать честных и достойных. Все-таки должна быть у нас какая-то такая возможность. Конечно, должна быть. И, наверное, мы все-таки стараемся, да, когда идем на выборы выбирать. Вопрос только в том, какой результат, да, нам оглашают потом. Думаю, что идут честные, достойные, порядочные люди. Назовите пример. Шапша Владислав, вот губернатор. Еще есть Дмитрий Казаков, очень хороший человек. А вы почему во власть не идете? Я студент. Ну что, разве это мешает? Ну, не знаю. Вот. Еще- Я не задумывался. Ну, не все, ну, идут, наверное. А кто, например? Не знаю. А вы почему не Я идете? с Узбекистана вообще-то. Еще пока не знаю. Спешу, извините. Да никогда такого не было. А сами почему не идете? Мне некогда этой ерундой заниматься. У меня свое дело. А что же делать россиянам всем, вот если у нас такого не было никогда? На передовую пора. Чего здесь ходите? Пора на передовую всем. Мы считаем, что да. Я тоже считаю, что всегда есть добрые люди. В любых сферах. Хорошие и честные. А приведите пример. Путин. Я промолчу. А сами почему не идете? Потому что мне это не интересно. То же самое. Чем планируете заниматься в будущем? IT-сфера. То же самое. Конечно, нет. А что же делать россиянам? А вот, Так ждать, как всю жизнь ждали. вот наши предки ждали, Вот и мы Родить- подождем. и дети наши будут. Так и будет, и внуки наши. Менять, может, что-то нужно. А вы чего не идете во власть? Да я уже в 65, куда пойду? И что вон Путину сколько? А Зюганову Пускай будет. Ну, им так сколько? хотят, если. Они А. хотят, а нам ждать. Все равно мы же должны как-то по-другому жить. Ну, значит, это молодежи решать. Молодежи, у них больше спрашивается. А мы уже посмотрим на молодежь. Поддержим тоже. Как вы считаете, идут ли во власть достойные, честные и порядочные люди? Я в политику, в принципе, не лезу. Почему? А как же вот ваше будущее, ваша жизнь, будущее? Ну, для того, чтобы достойно разбираться в политике, нужно иметь хотя бы какой-то пласт, какое-то, как минимум, образование, чтобы в этом понимать. Вот. Поэтому как-то что-то обсуждать. Лично я считаю, что я не могу этого делать, потому что у меня нет какой-то базы. Очень-очень редко. А, например, вот кто из вас, как вы считаете, кто достойный? На самом деле я просто в политику не лез. А так только из древности, если тот же, господи, Цезарь, наверное. А из современных, к сожалению, не слежу за этим. А сами почему не идете? Во-первых, я в этом не разбираюсь. У меня нет образования, я не знаю законов как таковых. А в-четвертых, вы представляете, за скольким надо уследить? То есть, как бы, надо смотреть, чтобы и нормально было, и чтобы никто ничего не воровал. Так что, ну, типа, смысл. А будет ли у нас когда-нибудь власть состоять только из честных, достойных и порядочных людей? Чтобы так было, это надо, чтобы наш народ изменил свое мировоззрение, наверное. Только так. А по-другому уже не, типа... Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы мировоззрение людей изменилось?
Это все зависит только от людей, от самих. Потому что если они не изменятся, то их никто и не изменит. Не смогу ответить на данный вопрос. Идут. Спорно. А кто конкретно, пример? Без понятия, не слежу. Вы же сказали, идут достойные люди. Вот кто эти А достойные? я верю на слово, новостям, понимаете? А вы? Я воздержусь от ответов. Ребята, а что сами не идете в политику, не идете в депутаты хотя бы? А я глупый слишком. Я не считаю, что смогу управлять людьми. Поддерживаю. Да, идут. У вас есть примеры? Примеров море. Назовите кого-нибудь. Думаю, пока нет. Идут ли честные, достойные люди, порядочные, во власть? Не знаю, я никак не считаю. Да. Например? Не вспомню точно имя, фамилия, Воробьев. Который губернатор Московской области. Да. Почему вы считаете, что он честный? Ну, то, что они делают вместе с мэром Москвы Собяниным для, собственно, самого города, для развития инфраструктуры в целом, это разве плохо? А вы как думаете? Нет. Воздержитесь? Воздержусь. Думаю, что вряд ли. А почему сами не идете? На данный момент на другие цели в жизни. Обучение, саморазвитие. Может быть, в будущем. А как вы думаете, вот все-таки, если честные люди туда не идут, как у нас здесь в стране что-то поменяется? Если вот все такие, как вы, тоже не будут идти. Я думаю, в первую очередь, каждый должен начать с себя, заниматься собой. И, с одной стороны, каждый сам, а с другой стороны, совместными усилиями когда-нибудь придет это к изменениям. Как можно вот всем нам совместными усилиями попытаться хотя бы что-то изменить? Я думаю, начать думать об этом, заниматься идеями, разрабатывать, объединяться, какие-то ассоциации, организации, группы. Совместными усилиями, опять же, обдумывать идеи, предлагать их правительству и что-то делать самим, то есть какие-то общественные палаты. По-моему, все это возможно. Я не знаю, я не являюсь гражданином России, так что не могу говорить. Конечно. Назовите пример. А вы почему не идете? Мне уже 75 лет. Какая... Зюганову больше. Ну и что, пусть он работает. Я хочу отдыхать. Ой, вы знаете, я далек от политики, спасибо. Что? Идут ли во власть честные и порядочные люди? Что честные и порядочные? Идут ли они во власть? Ну, кто-то пытается, может быть. Но маловероятно. А вы почему не идете? Поздно уже, 75. Идут. А, например? Нам сейчас некогда, извините. Я не знаю. Не проверял. А сами почему не идете? Куда? Во власть? А зачем? Ну, чтобы быть братцем хотя бы муниципальным депутатом, сделать жизнь лучше. Сейчас меня там ждут. Нет, вы что? Почему вот простых россиян во власти не ждут? А вот какой телеканал? Ну, YouTube-канал «Что делать?». Не, ну я думаю, кто хочет, тот идет. Я вот, например, не хочу. И не иду. Как вы думаете, удается ли всем, кто хочет, пройти? Ждут ли их там? Думаю, ждут. Думаю, время и случай для всех. Кто хочет, тот получит. Знаю. А вы почему не идете? Куда нам? Извините, я не хочу отвечать. А кто меня туда возьмет-то? А что делать россиянам-то? Как избрать честных и достойных? Всех расстреливать. Во власть идут ли честные, достойные, порядочные люди? Я думаю, что да. А, например? Ну, мне некогда, я домой спешу. Наверное. Конечно. Да, конечно. Предположим, что да. А, например? Не знаю. Честно, не знаю. Просто ирония, ничего. Почему вы решили, что идут туда, если вы не можете пример никакой привести? Не знаю. А сами почему не идете? Да, а смысл? Чтобы что-то поменять, жизнь к лучшему. Жизнь к лучшему. А изменится ли она к лучшему? Если все так будут думать, то точно нет. Ну,
Там, что думаешь, что не думай. Что происходит, то и происходит. Как бы объективная реальность. Все-таки вы молодые, за вами будущее. Это вот Будущее. Ну, не на выборы надо идти. Не во власть. Там приносим свои извинения. Там другие методы борьбы. о Которые... которых говорить нельзя, да? Ну, наверное, сейчас нельзя. Ну, когда-то можно было. Ну, вот все в целом. Будет ли когда-то еще возможно? Нет, наверное.